Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, таро расклад. Что случится в вашей жизни, что произойдет, события и возможные неожиданности в ближайшее время. Так вот, что же там вас ждет в июне с 1 по 10? Давайте будем узнавать. Я должна сказать, что сроки могут смещаться. Может, это какая-то история, которая имеет продолжение. В целом, так астрологически, начало июня обещает быть достаточно спокойным. Ну, у кого-то это раз, два, три дня буквально, а потом что-то так повеселее пойдет, подинамичнее. А у кого-то это может быть уже четко, ближе к концу месяца. То есть плюс-минус мы все разные. Ну вот давайте с вами и узнаем. Что скрывает будущее? Подготовьтесь услышать, мои дорогие скорпионы, ту информацию, которую, возможно, вам сейчас просто необходимо и услышать, и знать. И первая колода, 78 дверей, метафорические карты, открыты двери или закрыты. Где-то, может быть, и само идет в руки, ну а где-то надо быть и осторожным. Итак, что скрывает будущее? Три карты. Три знака судьбы, на чем сконцентрироваться или к чему быть внимательным. Что нам? Какие тайны раскроют карты Таро? Вторая колода и первая карта. По части неожиданностей. Вот так и спросим, что вас удивит? И вторая будет вытекать из первой. С чем или с кем вот эти неожиданности или удивления связаны? А возможно, что прояснится? Третья карта в продолжение этих двух. Так что же там будет продолжаться? Далее, на июнь. Что скрывает будущее, да? И что будет меняться? Может быть, сфера жизни, какие тенденции, в чем произойдут эти перемены. И по основным сферам жизни мы достанем карту. Это первый у нас идет личная жизнь, любовь, что ждет скорпионов. Ну и финансы. Достанем карту Таро на деньги. Вот именно где-то с 1 по 10, что в деньгах. Итак, секреты будущего. Знаки судьбы. Что тут нам скажут? Давайте узнаем. Открыты двери или закрыты? Дверь открыта. Да и вы как будто переступили уже этот порог. Вы уже, практически сделали выбор. А если вы сейчас, у нас сейчас как раз период Плутон ретро, а это всегда какие-то воспоминания, возврат мыслями, так назад, или какое-то сравнение. Вот иногда по этой карте идет такое сложное сравнение или выбор. Мы ищем выход из создавшегося положения. Можно так, а можно эдак. Можно одним образом поступить, а можно как-то иначе. И по сути, ведь у вас чуйка работает великолепно, интуиция, мои дорогие любимые скорпионы. Если уже где-то вы, склоняетесь к одному варианту, значит, вот второй вариант, это просто вот что-то вас может не устраивать. Не устраивать, но, может быть, нам сложно это терять. Или нам сложно это как-то принимать. Вот сложный выбор сам по себе. Но, по сути-то, самое главное, вы его уже сделали. Вы за этот порог уже вышли. И вот что дальше? С чем-то вы тут определяетесь. Давайте мы с вами раскроем поподробнее. А что это такое? Какой сферы жизни касается? Вообще нам тут как бы кубки. Иногда это те эмоции, которые даже бывают с творчеством, с работой, с любимым делом. Конечно, тут и личная жизнь. А ведь правда личная жизнь. Туз кубков, рождение чего-то нового. Рождение ребенка здесь, это имеется в виду как открытая дверь, но это вообще что-то с чистого листа. Какая-то возможность. И у каждого по-своему. Конечно, это карта радости. Поэтому какие-то добрые очень моменты в начале июня вас абсолютно точно ожидают. Вот все то, что я сказала по восьмерке. Выпадает карта Верховного Жреца. Это та, которая все знает, ведает. Это где-то интуиция. Это умение видеть, так, может быть, даже логически. Если мы говорим интуиция, это что у нас? Интеллект и пережитый уже опыт. То есть опыт был, мы знаем, куда-то мы точно не пойдем. В какой-то ситуации мы находились, да ну ее, больше нам не надо такого дежавю или повторения. Но, тем не менее, вот есть какие-то мысли, да, которые вас не оставляют. Но тут мудрость ведь, правда, по этой карте идет. И независимость.
Карта говорит, храни молчание в каком-то вопросе, прежде чем ты, может быть, с чем-то определишься. Возможно, вы узнаете какую-то тайну. Вот, кстати, я не исключаю, ведь это карта тайн. Это могут быть и ваши тайны. Но, возможно, и вы какой-то ребус, какую-то головоломку разгадаете, и как будто легче шагать вперед. Будет определенно радость в каком-то запутанном деле. Будьте внимательны. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Там у меня уже давно опубликован гороскоп на июнь. Перейдите, прочитайте, ссылка в описании под видео. Я думаю, подсказок будет больше. Второй знак судьбы. Отшельник. А ведь и правда у кого-то стоит на кону что-то по личной жизни, может быть и по дому, кстати. По месту вашего пребывания, потому что, ну вообще, если мы говорим о карте Верховная Жрица, это та, которая себя скрывала. Мы сегодня так карту называем. А первая карта в колоде Таро. А это были первыми картами, итальянские карты. Так вот, эта карта называлась Ля Папесса. Я не останавливаюсь на этом факте подробно. В историческом моменте много популяризированные книги, фильмы и разные совершенно направления. Ну, на самом деле, истина, она где-то рядом, но не в том, что популяризирована. Но, по сути, это была женщина, которая сумела получить высокий сан, и в результате в лоне католической церкви оказался не мужчина, папа, а была папесса. И никто не знал до определенного периода. Ну вот мы говорим, что скрыто. Так это вот как раз карта тайн. Может быть, это, как вы разгадаете, да, я сказала. А может быть, это какой-то вопрос, который вы вот никак не можете что-то связать. Вот до какого-то этапа. Как будто все соединяется, стыкуется. А потом ничего. И аркан-отшельник говорит, тебе, Скорпион, никто не мешает. Обожаю эту карту, потому что когда выпадает, я точно знаю, никто на тебя не давит. А если даже пробуют, тебе как будто фиолетово. Потому как ты вот тут немного сам по себе. Это плюс, безусловно. Но ведь это тоже карта независимости. Что карта Верховная Жрица, что карта Отшельник – это свободные люди. Это новый вкус свободы, совершенно другой. И это какой-то путь, который хочется осуществить. Ну, это, знаете, как мечта, когда мы понимаем в какой-то период времени, что нет, от этого я отказаться точно не могу. И опять же выбор. Какая-то личная жизнь, мои дорогие, все же я тут больше вижу. Хотя не могу так сказать однозначно. Старший аркан, тем не менее, у вас два старших аркана. Тут видите как? Когда старшие арканы, это не всегда то, что мы хотим. Или то, что мы задумали. Или то, что зависит вот от нашего желания. Это люди с их желаниями. Или с их какими-то перипетиями в судьбе. Это могут быть и тайны кого-то. Или это может быть какая-то ситуация, как обстоятельства. Вот вкупе все вместе, и обстоятельства, и то, что происходит в жизни нашего окружения или конкретного человека. Может быть, шаг за шагом вы тут будете что-то вот как какой-то сложный узел раскручивать. Вы будете точно наблюдать, причем так вот очень вдумчиво наблюдать, анализировать, делать выводы. Вот, по крайней мере, начало июня я вижу так. Потому что вам нужно с чем-то разобраться. Как будто да, я уже решился. Но вот вышел я из этих врат. Стою и думаю, я решился. Назад я точно не пойду. Но вот куда я пойду? Налево, направо? В какую сторону я пойду дальше? С чем этот выбор связан? Еще один старший аркан. Аркан Колесница. Конечно, иногда этот аркан проигрывается банально. Это ваше авто или ваше транспортное средство. У кого-то это права, получение, да? Такой вопрос может быть. У кого-то замена автомобиля. Кто-то вообще впервые об этом задумается, пойдет на курсы, да? Вот тут могут быть такие моменты. Но ведь это карта успеха. Причем это та карта, которая достаточно имеет вот скоростной режим, то есть быстро что-то происходит. Но это ведь может быть как ваша миссия. Это ваша как популярность, рост вашей популярности. И это карта успеха. Успеха, который присутствует в вашей жизни и идет по нарастающей. Вот здесь будет его величество случай 3 старших аркана. Да в одной позиции. А здесь вообще-то 2, да? И в принципе в центре 8. Все то, с чего я начала. Видимо, тут
Знаете, как есть какой-то один пункт, и тут у каждого свой. Своя, мои дорогие скорпионы, сфера жизни. У кого-то это личная жизнь, у кого-то это работа, у кого-то финансы, а у кого-то вообще все вместе взятое. И, может быть, одну сферу как будто мне нужно решить, а остальные как будто потянутся следом за ней. Ну, давайте третий знак судьбы. Ну, ведь у вас, вы посмотрите, миссия какая-то. Ну, вот еще один старший аркан. У скорпиона всегда что-нибудь такое вот особенно, с изюминкой бывает. По сути, это где-то ваш Плутон. И вот не случайно же я сказала ретро-Плутон. Вы знаете, тут такая ситуация может быть по ретро-Плутону. Смотрите, с 19 мая и он до 16, кажется, октября. Ну, середина октября, берем так. Он именно будет в ретрограде. И он в свободолюбивом водолее. Вот это чувство свободы, оно очень сильно вас будет, знаете как, может быть, протестовать против чего-либо или против каких-то постулатов. И это вам так немножко путает карты. Вот, ну, хочется сказать. Но есть положительный момент. Вот знаете, как пик вопроса, который у вас как формируется, я сейчас даже не о картах, я об астрологии. То, что у вас формируется именно в мае, в течение лета, вы эту задачу решите. Но как будто, вот посмотрите, ни одной закрытой двери. Но есть вот что-то из прошлого. Может быть, это один даже какой-то маленький пункт, который перекладывается на новые отношения, к примеру, у кого-то, на новую работу или на новую сложившуюся ситуацию, обстоятельства, но пережитый опыт, опять же, ретро-Плутон, взаимодействие с какими-то персонами. И вот мыслями мы еще подзастряли в прошлом. Хотя песочные часы в руках у человека нам уже говорят, хватит, уже время пошло. Ты как будто потерял много времени. И, видимо, вам как минимум в течение лета, вот приготовьтесь, какую-то задачу, а может быть у кого-то и в июне. Но ведь тут, понимаете, надо решиться. Как будто, чтобы ваша жизнь именно заиграла красками. Тут ведь все яркие краски, как будто в цветах на погосте. Ну, как-то сложно. А что это такое? Что за непонятно что? Тройка мечей. Нам показан человек, да, и кукла Вуду. Нет закрытых дверей. Этот человек действительно подзастрял в каких-то своих разочарованиях. Вы знаете, мне хочется, прям вот почему-то хочется сказать, когда-то в вашей жизни был обман. Или была какая-то история, когда противоправно, может быть, по отношению к вам поступили, или когда был какой-то обман, было предательство. Это осело в вашей душе. И, возможно, это было годы тому назад. Ретро-Плутон вот это все умеет возвращать. Это такой психологически сложный момент, из которого как раз и говорят, это все закончилось давным-давно. И ведь эта карта, я говорю, часто здоровое равнодушие, но не в этой колоде, потому что кукла Вуду. Но всегда тройка – это карта будущего. Это мы как будто находимся вот в этот момент. Нас как будто прошлое еще пока не отпускает. А по сути дела, мы его сами не отпускаем, потому что мы постоянно об этом вспоминаем. И выпадает карта заслуженного успеха. Может быть, карта говорит, вот если мы говорим знак судьбы, да, тебе сейчас, Скорпион, нужно переключиться как... Хочется сказать, что, может быть, даже на хобби, на какое-то вдохновение, может быть, на тех людей, которые вас не в рутину тянут, а именно те, которые, может быть, даже люди творческие, те, которые вам элемент новизны, легкости, да, душевного полета, в хорошем смысле, когда хочется творить, когда хочется куда-то поехать, когда хочется увидеть что-то новое, когда именно нужно вам, вот посмотрите, сложные карты выпали, потому что тут уже понятно, все закончилось. Остались лишь воспоминания, а на кону заслуженный успех. Вот мы только что об этом говорили. Ну вот я написала «Все или ничего». Вот таков июнь. Это я про гороскоп, про статью говорю. И по шестерке мечей вот у вас на пороге, вы на пороге успеха. Но как будто такой очень короткий переход. Всего лишь один шаг вас ну, где-то разделяет между прошлым и будущим. Но по этой карте и популярность может прийти
Да, это не за один день и не за один месяц, но тут, скорее всего, мы на что-то решиться можем. У кого-то это может быть работа посредством интернета, изучение новых технологий. Может быть, мои дорогие скорпионы, когда даже по занятости, новая работа, кто ищет работу. Рассмотрите все варианты, даже те, которые, может быть, вы считали, что да нет, у меня не получится, или мне там надо кучу знаний. Сейчас вся эта куча знаний может уместиться в курсы и буквально 2-3 месяца, и все, вы уже как новоиспеченный специалист. Или когда есть какая-то мечта, ее точно нужно попробовать. Для вас это, ну, как я не знаю, это свежий ветер в вашей жизни и очень хороший прогресс. Тут, знаете, и самому себе помочь нужно, а может быть, это иногда карта будет буквально говорить, что тебе нужно отдохнуть или отправиться в путешествие. Тебе нужно что-то увидеть своими глазами. Может быть, это не обязательно с отдыхом, у кого-то с работой. Именно увидеть своими глазами. Побывать в каком-то конкретном месте. Вот как будто не в думах сидеть, а вообще переключить фокус внимания в другом направлении. Потому что ты не можешь просто, Скорпион, пропустить этот успех. Что вас удивит? Что будет для вас неожиданным? Деньги, финансы, способ заработать. Или когда кто-то из вас какой-либо проект прочувствует интуитивно, слушайте свою интуицию, она вам будет давать правильные подсказки. И то, что пока в реальной жизни ни в какие ворота не лезет, поверьте, мои дорогие, вот ваша интуиция вам точно как направление может показать. Денежное направление, но какая-то финансовая история вас может удивить. Но ведь эта карта вообще-то, вот смотрите, нам хозяин таверны изображен, который поднимает кубок за здоровье свое и посетителей. Это очень часто по этой карте, особенно в этой колоде, люди, которые работают сами на себя. Может быть, вас человек такой удивит, который работает сам на себя. Возможно, это вы захотите уже теперь работать сам на себя. То есть быть на первых позициях, ну не где-то там на вторых. Или пусть это будет дополнительный доход, Уран в Близнецах, дополнительный источник заработка. Для этого как будто будут у вас или могут быть, ну, вот эти самые курсы, или пусть какое-то обучение, онлайн, офлайн, ну, тут, наверное, по-разному. Вас что-то может заинтересовать, но финансы тут тоже. Может быть, как вы и узнаете что-то, то, что будет связано с конкретным человеком и финансами. Вот такого я тоже не исключаю. Давайте откроем карту. А с чем или с кем будут связаны эти неожиданности? Правда, с финансами, с финансовым недостатком. Вот интересно, ну давайте я достану карту. Вообще, это та заноза, как я ее называю, мелкая карта. Ну вот точно заноза. По сути, не влияет на вообще вот так глобально на нашу жизнь, но вносит вот какую-то ложку дегтя в бочку с медом. И, может быть, это будет связано, когда есть человек, с которым и нет взаимопонимания, или вы чувствуете какую-то недосказанность, вранье. Вот Скорпион будет чувствовать вранье железно. Или, ну, какой-то такой вот, как вибрирующий сюжет, назовем так, неважно в какой сфере жизни, и заинтересованность в финансах. Может быть, у кого-то через работу, а у кого-то через личную жизнь. А что это такое? С чем или с кем? Вы можете получить какую-то информацию по деньгам. К вам какой-то человек может обратиться, одолжить денег. Кто-то из вас узнает, может быть, от своих взрослых детей какая-то информация может прийти. Ну или, в принципе, информация о детях, для кого это актуально. Но тут я больше вижу пажи это вестники. Вот тут именно какая-то весть будет, когда вы вот именно где-то так задумаетесь между общением и деньгами. Может быть, это с конкретной персоной связано, император. Но, может быть, это и есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака Овен. Ну, так на всякий случай. Все-таки это умный проходит. Или иметь там асцендент. Не все люди знают. Но для кого-то из вас это ситуация с законом. Это ситуация, которая связана, которая не вами инициирована, но вы не можете это пропустить, потому что это приходится принимать внимание, брать как во внимание. Может быть, меняются, да, какие-то положения, меняются
как постулаты или как система какая-то меняется, организация меняется, руководитель, мои дорогие, меняется на работе. Здесь приходится перестраиваться. Возможно, меняется как руководство вообще куда-то выше, а новая метла по-новому метет, и тут приходится как-то подстраиваться. Вас может, ну, где-то что-то раздосадовать, да? Вы можете думать, что мне это теперь будет, ну, как палки в колеса вставлять, а на самом деле наоборот. Вот, кстати, тут может быть такой момент, как метаморфоза. Так с чем или с кем связано? Опять же деньги. Я не исключаю. Иногда это может быть ситуация. 2 денежные карты, 2 девятки. Кстати, говорят, девятки – это всегда преддверие последующих перемен. Будь внимателен к деньгам. Деньги у тебя сейчас есть, это точно. Но, в принципе, нам говорят, что по финансам статьи дохода тебе придется, да, приход-расход. Вот тебе придется что-то пересматривать, Скорпион. Но у кого-то это может быть как член семьи. Те, которые как старше, да, отцы и дети, может быть. Может быть, и это какие-то согласования. Или, опять же, подписание документов. Может быть, и денежных каких-то документов. У кого-то кредиты, открытие, закрытие. Ну, тут, наверное, по-разному. Но у вас очень сильная позиция. Вот вы знаете, тут каких-то много сложных мыслей, которые, я бы сказала, к делу не относятся. Но даже если относятся к делу, они не настоль сейчас, как судьбоносны, что ли, или в реальной жизни оказывают на вас влияние. Тут влияние будет скорее какая-то конкретика оказывать, как документ или конкретный человек. Вот это да. А поэтому вам, может быть, и карты говорят, что ты тут сегодняшнюю ситуацию где-то не сравнивай с прошлой. Но если ты чувствуешь какой-то фальшь, или ты чувствуешь, что ну, заставляет тебя что-то задуматься, тогда за этим либо нужно пронаблюдать, либо может у кого-то и отправиться в какое-то место, чтобы в этой теме разобраться. Но тут не находиться в собственных мыслях, вот это точно. И если мы говорим, что же будет продолжаться в течение июня месяца, к чему все идет, к чему приготовиться. Ну, можно надолго зависать, да, вот в этом обдумывании карты искаженного восприятия, когда закрыты глаза. Закрыты глаза у девушки, и нет в реальной жизни то, что изображено на карте. Это ей кажется. Поэтому, как минимум, ну, наверное, все то, что я только что сказала, для вас совершенно необходимо увидеть, как с другой стороны реальность, к чему приготовиться, что дальше будет до конца июня. Двойка жезлов – это какой-то выбор, правда, тут быстро вы его не сделаете. У кого-то будет выбор по дому, по личной жизни. Ну, вот есть какие-то сумерки. Вы знаете, я не могу сказать, что до конца даже июня как-то вы совсем тут быстро разберетесь. Может быть, это мы с вами говорили, даже если это новая какая-то тема. Вам как нужно вписаться в нее. Или как войти, может быть, в новое дело, в новое творчество. Или приступить к изучению. Для этого тоже потребуется время. Поэтому сами себя не подгоняйте. И слушайте, опять же, свою интуицию. Что будет меняться, помимо вашей воли? Когда в моих раскладах выпадают 2 одинаковых аркана, да в разных колодах, значит, это тоже как знак судьбы. И я много сказала по 13-му аркану, уже не буду повторяться. Плутон мы с вами говорим, да, ретро-Плутон. И если уже на начало июня сформировалась какая-то тема, то, скорее всего, в течение лета вы ее решите. Тут придется ваша какое-то, тут ситуация, безусловно, какая-то стремится к итогу. Сами обстоятельства. Но, может быть, это именно для того, чтобы вы, как окончательно приняли какое-то очень важное решение, которое повлияет на целые годы последующей вашей жизни. Здесь будет какая-то радость. Здесь, может быть, даже у кого-то из вас, как будет меняться, здесь может быть встреча с новым человеком. Победа, мои дорогие. Победа есть, это точно. Может быть, это даже касается работы. Но тогда для кого-то из вас как нахождение работы. Причем
Не там, где вы искали, а какой-то альтернативный вариант или то, что где-то близко, то, что рядом, да? Как истина где-то рядом. Секретные материалы вспоминаем, да, с вами. Но это правда, эта фраза очень мудрая получается. Поэтому вот именно истина где-то рядом. Не вот в этой темной мрачной комнате, не на этом погосте, а в том, что вот, как я говорила, вдохновения вам сейчас не хватает. И чересчур погружение идет в собственные мысли. Что-то помимо вашей воли стремится уже к разрешению. И, ну, видимо, есть еще и момент именно времени, да. Не в эти 10 дней, если мы рассматриваем с 1 по 10, потому что какая-то задача требует, ну, такого, знаете, завершения, когда уже вы к этому не возвращаетесь, делаете выводы и идете дальше. Личная жизнь, что ждет? Король Пентаклей, ну, может быть, иногда по этой карте это задача семьи, потому что близкие проходят, может быть, и конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. На личную жизнь вы и сами консерваторы. И рисковать не хочется, может быть, и так. А может быть, это ваша семья или ваши взаимоотношения и какие-то данные обещания, вот, кстати, по этой карте. Но я не исключаю, это вопросы жилья, денег и взаимодействия. Что же это? Рыцарь Пентаклей. Карта марафонского забега. Это могут быть какие-то вопросы внутрисемейные или ваши личные. Все же с какой-то персоной, которую вы давно знаете. И мы не будем привязываться именно то, что у нас король выпал, да, не будем к полу карты привязываться. Но есть тут какая-то персона, с которой нам говорят, тут нет, тут быстро так все, ну как, не завершается. Какая-то цель ваша будет достигнута, но марафонский забег, то есть взаимодействие какое-то продлится. Выпадает, по сути дела, ваша карта, королева кубков, но тут какое-то ожидание, мои дорогие. Может быть, было какое-то ожидание, но теперь оно будет переведено в действие. Но это самый медленный рыцарь. Нам тоже где-то говорят о скорости. Добрые дела наспех не делаются. Но, может быть, то, что вы задумали, может быть, и человек, кстати, у кого-то есть дома, который тоже рожден, как и вы, под знаком зодиака, стихии воды, как и вы. Может быть, это рыба, может быть, это рак, но или в целом. А ведь у кого-то может быть совершенно по-другому. Какая-то история отношений, и человек от вас на расстоянии, и у вас будет планироваться встреча. Может быть, это и есть какое-то общение, которое тоже не ново. Тут могли быть годы предшествовать. Или это дружба, или это взаимодействие с таким человеком. Но для тех сейчас, кто в паре, у кого все хорошо, здесь как раз выравнивание какой-то, может быть, финансовой ситуации в вашей семьи или ваших отношений, планы на будущее. И все равно вот по рыцарю Пентаклей, знаете, тут может, ведь это еще и карта интуиция, у кого-то из вас, ну, так вот не решена финансовая история. Или я говорила, могут быть сомнения в честности, может быть, какого-то человека. Точнее, тут ведь нам не говорят, что есть обман. Тут скорее есть элемент, иногда вот как по рыцарю Пентаклей идут люди, которые в чем-то заинтересованы. Может быть, это есть какой-то конкретный человек, все-таки мы разные. Вот вы перекладываете, берите из нашего расклада только то, что откликается вашей душе. Просто у кого-то может именно быть такая конфигурация взаимоотношений, но, может быть, это тот человек, кого вы еще недостаточно хорошо знаете. Может быть, кто-то начал жить вместе, да, и начал узнавать человека так вот, чем дальше, тем больше. И мысль зародилась, ну что тут не про любовь, а про деньги больше. Может быть, и этот Гордиев узел вам еще предстоит распутать. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Вообще вот этот триплет сам по себе говорит о стабильности. Все решает Скорпион. Но, может, у кого-то проигрывается вот и такой маленький нюанс. Итак, а финансы? Тут вам по деньгам помогает колесо фортуны. Вообще фортуна на вашей стороне. Я, по-моему, весь расклад об этом говорю. Поэтому, ну вот решать-то вам. И вы знаете, ведь по этой карте скорость. Вот у вас будут некоторые вопросы, которые, да, одним махом не решишь.
Ну вот на дела, на бизнес, на работу, на деньги. Явно тут какой-то прогресс будет. Но ведь это ухватить момент. Ну, как, знаете, это словно жар птицу за хвост. Потому что ведь по колесу фортуны это может поначалу что-то выглядеть невзрачно. А на самом деле это будет иметь хорошее продолжение. Фортуна на вашей стороне и по деньгам. Не буду доставать дополнительную карту, потому что у вас уже про деньги мы тут говорили. Но вот есть определенный прогресс. Поэтому, мои дорогие, любимые скорпионы, перекладывайте на себя. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Я благодарна вашим комментариям и буду с удовольствием ждать от вас комментария. Может быть, под конец июня. Вернитесь, если не забудете, черкните, как вот. Мне очень интересно, столько старших арканов у вас проигралось. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.